Короче, мы попали в ДТП, приехала полиция, и я так чувствую, вот мы с той машиной столкнулись. Виноваты мы, конечно, города не знали, немножко не рассчитали. Короче, сейчас будем решать этот вопрос. Привет, друзья! Вы на канале Team Vintage Family. Мы в машине, а значит начинаются новые приключения, причем по-крупному. Куда мы едем? В Турцию. Представляете? Но в Турцию мы едем через Одессу, Молдову. И только потом поедем в Турцию, полетим вернее. Сначала мы едем на Одессу. Поехали с нами! Так, мы уже в Одессе. И сейчас угадайте, куда мы идем перекусить. Ну, конечно же. Мы пришли в Макдональдс. Дело в том, что разных кафешек везде много, а Макдональдс вот только в Одессе. Поэтому мы решили сюда заглянуть. Вот такой небольшой подносик у нас получился. Сейчас будем кушать. Как же можно отказаться от такой вкуснятины? Да, Тим? В Макдональдсе в Хэппи Миле идет покемон. Вот такая игрушка в Хэппи Миле. И здесь идет карточки. И вот такие диски. Колесо фортуны какое-то. Кто шарит в покемонах, пишите, что это такое и как им играть. Перекусили и едем дальше. Дальше нас ждет таможня. Мы уже подъехали, проезжаем нашу украинскую границу. И потом будет буферная зона, и мы будем въезжать в Молдову. Ребята, мы пока проехали нашу границу, мы 3 раза заблудились. Сейчас едем вообще непонятно где. Впереди едет автобус, сейчас покажу. Впереди едет автобус, и мы пытаемся просто за ним ехать, чтобы не заблудиться. Так, мы доехали до границы с самой Молдовой. Стоим за какими-то досками, не знаю, такая фура. Ничего впереди не видим. Мы турки, мы стали в очередь там, где фуры стояли. А потом дядечка идет и такой говорит, мол, типа, а чего вы здесь стоите? Мы такие, ну, все стоят. Он говорит, так вот легковушки в другой стороне. И уже мы подъехали, уже стоим в очереди с легковушками. Мы думали, что будем ехать через Паланку, но едем через Староказачье, чтобы знали, что можно и сюда. Стоим на границе Молдовы, на таможне. Ну что, Тим, Маш, не надоело еще? Надоело. Надоело, потому что стоим все-таки, ну, где-то мы уже 2-й час стоим. Так что долго. Дети проголодались, сидят мандарины там кушают. Ну, 2-й час, наверное, ну, час-полтора, наверное. Ну, считай, если с украинской границы, то уже, наверное, 2. В Молдове надо обязательно сделать виньету. Вы можете воспользоваться терминалом или кассой, банком. Значит, для въезда в Молдову вам надо зеленый паспорт сделать и виньету. Это налог на дороги. Если вы не сделаете эту виньету, потом при выезде будет большой штраф, там от $200 и выше. Мы заплатили за виньету на 15 дней 400 гривен. Ура! Мы в Молдове! Замученные, но таможню мы прошли. Теперь надо нам добраться до Кишинева. Короче, мы попали в ДТП. Приехала полиция. И я так чувствую, вот мы с той машиной столкнулись. Виноваты мы, конечно, города не знали, немножко не рассчитали. Короче, сейчас будем решать этот вопрос. Короче, ребята, мы оставили Таню на месте происшествия, а сами идем в магазин взять хотя бы что-нибудь поесть, потому что мы целую дорогу ничего не ели толком. И будем дальше расхлебывать эту ситуацию. Мы с горя зашли в кафе, заказали вот такую пиццу, лимонады. Кафе такое красивое. Короче, Таня уже с нами, все порешалось. Завтра нам надо прийти в страховую компанию, и страховая компания выплатит компенсацию за ущерб, который мы нанесли. Все нормально? Дней через 10 ему выплатят, а мы завтра уезжаем. Короче говоря, все будет хорошо.
Это, наверное, какой-то местный белый дом. Здесь еще памятник такой стоит. Зато у нас есть возможность погулять по ночному Кишиневу. Заселяемся мы такой в мини-хостел. Посмотрите, он двухэтажный. Все полезли на второй этаж, а я вам расскажу про первый. Значит, смотрите, комнатка небольшая. Состоит она из того, что здесь кровать, полочки. Здесь такая сделана мини-кухня. И нам оставили полотенца и даже кока-колу и кофе. То есть вот прям красота. Здесь у нас ванна идет, душевая кабинка и туалет. Все чистенько, красивенько. И сейчас я вам покажу второй этаж. Посмотрите. Посмотрите, здесь просто как на потолке лежат вот такие вот матрасы. И я боюсь, что если дети будут тут спать, то они могут улететь вот в эту дырку. Ну, Маша точно. Маша точно сюда улетит, поэтому Маша здесь не спит однозначно. Не, я тут хочу спать. Ты хочешь, чтобы тебя летела в дырку или что? Еще к нам в гости пришла вот такая вот китюнечка чья-то. Ты от кого к нам пришла? Сейчас мы тебе пиццы дадим. Ребята, вот и настал второй день в Кишиневе. Сегодня ночью мы как бы вылетаем в Турцию. Уже сегодня мы ни в кого пока не врезались. Но движение здесь это просто отпад. Это Одесса отдыхает. Одесса, ну вообще Украина отдыхает. Причем в Украине ну, настолько понятнее, вежливее водители. Здесь никто никого не пропускает. Здесь готовы подрезать. Здесь пипикают. Ну короче, ты едешь 20 км в час, чтобы не то что в кого-то не врезаться, чтобы в тебя не врезались. Очень тяжело ездить. Сейчас мы пошли пешком, нашли парковку, будем ставить туда машину и уже будем пешком передвигаться или на такси передвигаться уже по самому Кишиневу, потому что вылет уже поздно ночью у нас. Нашли мы Макдональдс в Кишиневе. Решили зайти перекусить и сравнить вкусы. Короче, еду мы не заказали, мы заказали Макфлури и напитки, клубничный лимонад и мохито, потому что здесь настолько жарко, нету кондиционера, мы пойдем лучше в другое кафе и с удовольствием поедим. Маш, ну попробуй хотя бы вкусный этот лимонадик. Такой же самый, как у нас. Кстати, я тут заметила, вот этот значок означает то, что это горячее. А тебе дали холодное, да? Да, еще и со льдом. Это типа горячий лед. У нас вкуснее Макфлури. Так, ну а Макфлури как? У нас вкуснее. Здесь вкуснее? А, наш вкуснее. Вот Таня попробовала Макфлури и сказала, что у нас вкуснее. Нашли большие шашки. Решили поиграть. Такими бы шашками в Чапаева играть. Не знаю, знаете вы такую игру, дети? Когда выбиваешь, как бы строишь шашки в ряд и щелчком выбиваешь. Здесь футболить их надо. Какой-то большой торговый центр. Сейчас зайдем посмотрим, что там. Дома уже столько не катались на эскалаторе, что здесь прям за удовольствие. В большом центре, здесь торговый центр, решили зайти полазить. Здесь в Вилмарте мы зашли в магазин и написано, что благотворительный фонд собирает средства на гуманитарную помощь в Украину. То есть те гуманитарку, которую мы получаем, вот здесь собирают. Маш, ты сбросила что-то? На, Маш, сейчас. На, брось. И мы бросим 20 гривен. Наши гривны мы бросаем сюда. Бросай. Перед отлетом мы решили плотно покушать десерты. Устали за целый день, сидим, ждем то время, когда нам надо будет уже выезжать в аэропорт. И еще в 2 часа ночи нам садиться на самолет и лететь. Вот мы уже и в аэропорту, готовы заходить. Вот мы уже и в аэропорту, готовы заходить. Когда заходишь в аэропорт, здесь нас встречает бронзовый экипаж. И дальше нам надо пойти к таблу, где мы можем увидеть наш рейс, вылет. Вот на табло
ПС 433 в 2.10 Анталия. Это наш рейс. Здесь такая инсталляция интересная. Все дары Молдовы представлены, посмотрите. Прошли мы регистрацию, билеты уже на руках. Тим, покажи билет. Тимин билет, все. Теперь ждем самолет. Тима, Маша, сколько нам еще ждать самолета? Где-то 2 часа. Мы заскучаем. Называйте цвета. Желтый. Голубой. Значит так, сейчас мы идем в duty free, и вы выбираете что-то желтое и что-то голубое. Тима и Маша решили, что будут выбирать друг другу подарки. Значит, Тима выбирает Маша желтое, Маша выбирает Тиме голубое. Зашли мы в отдел игрушек. Я не знаю, здесь есть что-то голубое, Маш? Ну как, есть вот такой вот, но это слишком хорошо для него. Тетрис, это слишком просто. Пошли искать что-то еще. Здесь у нас сладости. Что есть голубое? Райтер Спорт, конечно, Тима любит, но он не голубой, он синий, а мы ищем именно голубой. Это голубое? Ну, Или это более синее? это можно сказать, что это голубое Ментос. Или же Принглс. А можно и то, и другое. Оно голубого цвета. Тима, а ты уже с корзинкой? Да. И что? Что-то получилось? Да, так, первое это у нас такая здоровая, короче, ММДМС. дальше шоколадка M&M's, шоколадка Райдер Спорт, шоколадка Таблерон и еще вот такой, короче... Кошелечек. Ну, типа кошелечек, там внутри чупа-чупсы. Ребята, я считаю, что Тима справился на 5. Как вы считаете? Я еще что-то нашла. Ну как, больше мне. Это ММДМ с карамелью, твои любимые. Да. Ну, это, наверное, больше тебе действительно, Ну да. чем Тиме. Но все равно берем. Знаешь, что я хочу? Вот еще эту хочу штучку вот эту. хочешь Не-не-не, себе? Вот эту. Я всегда ее в одежду. Короче, Тима и Маша себе еще выбрали по одному продукту, который хотят только они. Маша ММДМС, а Тима вот такой вот Country Kinder. И сейчас произойдет обмен покупками. Тима Маше отдает, Маша Тиме. Кажется, невыгодный трейд. Выгодный. И, по-моему, Таня пытается это все забрать. Это все очень выгодно. Мне просто так кажется. Что ты там еще себе купил? Я купил себе вот эти вот Kinder Country. Кантри. А Маша купила себе ММДМС. Маш, может, ты один отдашь Тиме? Не, мне выгодно будет. Ну, давай, один Тиме отдавай. Не-не-не, Таня, не себе. Мне выгодно будет, он мне 2 штуки подарил, значит я ему тоже 2. Понятно. Сейчас мы будем пробовать эти чипсы Pringles. Я такие никогда не пробовал. Сейчас она сканирует QR-код какой-то. Здесь какой-то пиар-код. QR-код. Так, открываем заглушку. Теперь открываем вот эту вот хрень. Сейчас. Так, вот чипсы. Ну и с каким же они вкусом давай? Я не знаю, сейчас попробуем. Я не знаю, что это вкусно. Просто соленый. А ну дай мне одну чипсину. На. Они очень соленые, как с морской солью, типа такой, что такое. А я открываю и пробую шоколадку. Так. Давайте ломаю. Ну как, вкусная? Ну, дай мне попробовать. Вкусненькая. Посмотрите, там еще ММДМсики внутри. Кажется, Тима и Маша друг другу угодили. Мы уже заходим на борт самолета. Сидим в самолете, ждем вылет. У нас еще никогда не было ночного перелета. В окне практически ничего не видно. И вот мы сейчас набираем скорость и будем взлетать. Мы давно уже не летали, лет 5 уже не летали, поэтому новые чувства опять возродились. Все, взлетели. Взлетели! Ну вот мы и прилетели. Замученная немножко. 4 утра. Идем на выдачу багажа.
Анталия, привет. Едем мы уже 2 часа. Все спят. Машуль, никак проснуться не можем. Следующий отель наш. Просыпайся. Итак, приехали мы в 7 утра, а заселение у нас в 2 часа дня. Пока я вам сниму, как выглядит холл. Заселяться нельзя, но есть-то можно, поэтому мы с самого утра пришли в ресторан. Посмотрим, что здесь можно покушать, ну хотя бы чай попить. С этой стороны находится сыр, очень много разных видов, какие угодно. Здесь у нас яички, омлет и просто жареные яички. Конечно, как же без выпечки. Вы посмотрите на эту всю красоту. Мы здесь явно не похудеем, а еще и наберем. Блюдо. Сосиски в томате. Вот даже так. Овощи гриль. С фруктами здесь, конечно, напряженка. Тима любит фрукты, но здесь так. Сливки, виноградик, арбузик и дынька. Очень много варенья, джемов, соусов. Ага, здесь у нас масло сливочное, оливки. Позавтракать мы вышли на улицу. Вот можно сидеть, наслаждаться едой и наслаждаться вот таким вот великолепным видом, красивым на море. Короче, ребята, не берите ночные перелеты. Потому что будет вот так вот. И вот как нам теперь ехать в Украину? Вот я не знаю теперь. Наконец-то мы заселились. Мы так этого долго ждали. Мы с 7 утра, и сейчас уже 2:30, уже я заговариваюсь. Значит, что мы здесь имеем? 2 кроватки, 1 двухспалка, 1 односпалка и такой раскладывающийся еще, наверное, как бы кресло раскладывающееся. Что у нас здесь на уличке? Конечно, выходит балкон. Балкон выходит на улицу, на трассу. Не очень, конечно, это красиво. Что у нас здесь еще есть? Телевизор, шкаф. Пароль от интернета. Сейчас найдем пароль от интернета. Здесь мини-бар. Мини-бар заполнен, там водичка, соки. Потом здесь у нас туалет, ванная. Будем вам снимать здесь про скибиди туалета. Кстати, здесь не просто душевая кабинка, а именно ванная. Вот так вот. Хочу сделать вам небольшой обзор отеля. Мы находимся в отеле Orange County. Территория отеля небольшая. Вот участок пляжа. На пляже находится горка, которая ведет прямо в открытое море. Кстати, если вы хотите прочистить носоглотку, вам обязательно надо будет прокатиться на этой горке. Морская вода полностью очищает весь проход от носа до горла. Здесь идет набережная отеля. А вот там, вот где как паруса развиваются, видите? Это пирс. Здесь проходят все дискотеки, все шумные вечеринки молодежные. А также с пирса можно также плавать в море. Там спускаешься по лесенке и сразу идет глубина, поэтому деткам там не рекомендуется. Здесь 4 горки. 2 из них очень запутанные, такие змейки. И, в принципе, на них весело кататься. И 2 горки небольшие. Одна радужная, другая просто прямая, которая труба переходит в открытую горку.
Это бассейн с развлекаловками для совсем малышей. Но знаете, здесь вода намного холоднее, чем в других бассейнах, потому что сам детский бассейн крытый. Идем по длинному коридору и видим разные развлечения. Это платные игровые автоматы. Дальше идут магазинчики, если вы вдруг забыли шлепки, круги, купальники, здесь все можно приобрести. Дальше магазинчик с магнитиками, сладостями, то есть все то, что можно привезти друзьям домой. Это горки для деток постарше, здесь всегда шумно, поэтому кто хочет отдохнуть, лучше идите в бассейн там, где взрослые. И здесь у нас сцена, проходят всякие представления, но сказать, что они меня удивили, такое, средний класс, так можно сказать. Все, что я рассказала, находится на -3 этаже. На -2 этаже находятся рестораны. Конечно, лучше пораньше приходить и занимать столик, потому что людей, в самый пик, когда все хотят кушать, их очень много. Но, в принципе, даже когда мы приходили поздно, мы всегда находили себе место. Дальше идут комнаты, номера. Нас поселили на 2 этаже, номер выходит окнами на автостраду. Сначала мы расстроились, потом поняли, что все семьи селят именно вот в сторону автострады, потому что здесь пирс и рядом отели тоже, и громко играет музыка. Поэтому семьи селят в сторону автострады, слушайте звук проезжающих машин. Самое главное, надо помнить, что отель не рассчитан на русскоговорящее население. В основном здесь турки и иранцы. Ну что ж, товарищи, мы уже 2-й день в Оранж Каунти, правильно я говорю? Куда мы сейчас едем? В хамам. Хамам! За нами прислали машину, и мы едем в хамам. Мы уже расслабляемся и пьем вкусный чай. Ну что, понравилось? Да. Вы расслабились? И Таня еще какой-то... Это лимон, да? Лимон, да, Это лимончик сорвала. Мох, ну как ты проводишь время здесь, в Оранж Каунти? Нормально, только что, там была, пенная вечеринка, потом туда запустили много-много вот таких длинных шариков, потом мы начали забирать там друг друга шарики, потом там пришел чел, и у него был, на ногах у него были прицеплены трубки, и, он потом катался, и, на воде, получается, потом он себя брызгал, пока все стояли, там, где их не брызгали, я пошел там, где меня брызгали. Друзья, сегодня у нас еще экстремальный вид спорта будет. Тима захотел покататься на парашюте. Это, может, видели, вот едет катер, и парашют тянется за ним. Вот наши парашютисты уже готовы. Ну, теперь мы только увидим их в небе. Я бы тоже хотела покататься на парашюте, но места всего лишь 3. Поэтому я отправила этих товарищей, так как сама 4 года назад летала вот так же на парашюте. Зрелище прекрасное, красота невероятная. Вон катер, за катер прицеплен парашют, и с этого парашюта открываются неимоверные виды Аланьи. Окей, видео работает, давайте полетели.
Рассказывай, что ты видел. Горы и аквапарки. Красиво? Да. Какие вы там отели видели? Вон те. Красиво? Да. Что ты мне еще расскажешь? Да не знаю. Ну, ощущения. А, вам камеру давали в руки, да? И кто снимал? Сначала я, потом я тебе отдала. Все кричали там? Ну я не кричала. Не кричал? Маш, ты кричала? И Таня. И Таня кричала. Мы взяли вкусное мороженка. У меня карамельное и лимонное. Таня, у тебя что? Не знаю. Ванильное и орео. Кстати, я такая красная. У меня лицо обгорело. Кошмар. Зашли мы с Машей в мини-клуб. Здесь закрытое помещение, не жарко. Есть горки, детки катаются, есть качельки. Такая мини-площадка. Мамы могут здесь оставить своих деток и пойти заниматься своими делами. Почему мы с Машей сюда зашли? Потому что Маша хочет разрисовать не футболку, а шопер. Маша, конечно, уже выросла с мини-клуба, да, Маша? Ей надо уже в клуб тинейджеров. Но она не могла себе отказать, разрисовать себе шопер с Леди Баг. Зашли мы с Машей после того, как разрисовали. Маша, у тебя истерика. Короче, я пытаюсь здесь снять влог, а у Маши истерика. Мы зашли поесть вафли бельгийские, они здесь очень вкусные. Маша пыталась их резать ножичком, да? И вилочкой, но вилочка немножко сломалась. Немножко. Кстати, вот Машина сумка висит. Сейчас ее будут вызывать, как и всех других детей, сюда на сцену и вручать эту сумку. Маша geliyor. Маша, здравствуйте. Здрасте. Как дела? Нормально. Что сделала сегодня? Разрисовала шопер. Рисовала. Это что? Первомайск. 1 мая. Tamam. Сколько тебе лет? 11. 11 лет. Тебе нравится отель? Понравился? Да. Окей, kocaman alkışlar. Маша from Ukraine. Гуляем мы по вечерней Турции. Вышли здесь магазинчики всякие разные. Смотрим на другие отели. Таня с ума сходит. Кстати, ребята, Бывает. я купил патч Stone Island. Короче, Тима где-то нашел патч стояла. Значит, сейчас вам покажу, что продается в этих магазинчиках. Супермаркеты в основном называются базары. Базар. И в этом базаре все. И одежда, и вкусняшки, и сувениры. Короче, все. Зашли в турецкий супермаркет. Посмотрите, какие упаковки чая. По килограмму. Или по сколько? Да, по килограмму. Килограмм чая. Здесь чаи. Здесь Маша. Тут все тоже чаи. Что вам интересное показать? Значит, есть просто нутелла. А есть ихняя какая-то банада. Видите, какая-то нутелла турецкая. Потом очень много вот такого коко-крем. Это именно турецкий какой-то крем. Мне даже интересно попробовать, что он из себя представляет. Может, купим. Здесь целые ведерко всяких джемов, варенья, вишня, персик, клубничка и даже роза. Посмотрите, роза. И мед в сотах. Такие красивые. Мед в сотах. А отель работает круглосуточно? Да, наш отель работает круглосуточно. Не бойся, что нас его туда не пустят. Потом... тахин, вот. Это халва ихняя, видишь? Вот халву обязательно надо будет купить. Турецкая халва, это вкусняшка. Мы купили чурчхелу. Уже едим. Маш, как тебе на вкус? Нравится. Тим? Чурчхела. Очень вкусная, между прочим, турецкая чурчхела. Прямо ням-ням.
Время 12 часов ночи, самые голодные дети пришли в снэк-бар перекусить. Взяли черешенку, я взяла тебе вилку, а я взяла себе вкусняшку. Короче, худею. Сегодня последний вечер у нас в отеле, завтра с утра мы уже уезжаем, и поэтому сегодняшний вечер нам предложили провести в ресторане а-ля карт. Идем туда, посмотрим, чем нас будут угощать. Пришли мы в ресторан, здесь все дорого, богато, красиво накрыто. Принесли такой хлеб интересный. Тима уже приготовился кушать. На первое мне принесли суп из баранины. Попробуем, как он на вкус. Вкусно, действительно вкусно. Все сразу схватились за телефоны, а это значит, что принесли основное блюдо. У меня печень, у Маши шашлык из курочки, у Тани шашлык из говядины. И только Тима заказал себе пиццу. Мне принесли любимое блюдо. Это тыква запеченная, сладкая, с соусом специальным. Вкусно покушали в ресторане а-ля карт. И теперь идем на вечернюю программу. Что ж, наш отдых подходит к концу. Вот мы уже на ресепшене. Сдали ключи от номера. И что самое неприятное, это то, что наш рейс уже переносят 3 раза подряд. У нас был вылет в 7 часов утра, и его перенесли аж на 8 часов вечера. То есть мы прилетим в Кишинев в 12 ночи, не в 12, в 10 часов ночи, и нам опять придется ночевать, где-то искать квартиру в Кишиневе. Вот такие вот дела. Если будет что-то интересное, я еще обязательно что-то сниму, что-то расскажу. А пока, не забудь подписаться. Друзья, наше путешествие не окончилось просто так. Мы находимся в новой квартире, сняли ее на ночь, уже поспали, проснулись. А все дело в том, что мы пробили вчера колесо. И сейчас будем искать шиномонтажку по вызову, чтобы приехала и что-то нам делала с колесом, так как мы в Украину просто не доедем. И вот как нам теперь ехать в Украину? Вот я не знаю теперь. Значит так, если вы столкнулись с тем, что у вас что-то случилось с колесом в чужой стране, в чужом городе, вызывайте мобильную шиномонтажку. Ищите в интернете, гуглите, так и называется, мобильный шиномонтаж. Приезжает мастер и начинает исправлять вашу машину. Шиномонтаж уехал, а наша машина уже на ходу. Теперь главное не попасть в какие-то новые приключения. Так, сейчас достанем вещи какие-нибудь, чемоданы-то запакованы до сих пор. Думаю, что наши приключения все-таки подошли к концу, наконец-то. Поэтому подписывайтесь, конечно, на наш канал, смотрите дальше наши путешествия. И пока-пока!